Игровые модификации, они же моды, зачастую это добавление чего-то нового в любимую игру, или, быть может, починка некорректно работающей части игры. Однако, некоторые мододелы не ограничиваются чем-то конкретным. Порой авторы, движимые какой-то масштабной целью, создают поистине впечатляющие модификации, некоторые из которых бывают настолько масштабными, что их трудно отличить от самостоятельной игры. В сегодняшней телепередаче мы окунемся в мир такой небезызвестной модификации, как паранойя. Не забудь подписаться на канал, а также прожать пальчик вверх. Все, мы начинаем. В первой половине 2000-х годов некий пользователь под ником Бузер или Базер, скорее Бузер, запустил свой персональный сайт, на котором в основном он делился своими новостями, ссылками на разные полезные сайты и так далее. Однако с года это 2003-го на сайте начали периодически проскакивать посты про собственноручно сделанные карты для Counter-Strike 1.6, а это значит, что автор начал увлекаться левел-дизайном. Я даже ради интереса откопал старые карты, которые он делал, чтобы воочию посмотреть, как оно выглядит. Первая карта, на которую мы взглянем, это карта под названием The Indust. Карта представляет из себя что-то такое вот, типа какой-то индустриальный объект. Здесь есть тоннели, проходы всякие, дворики. В целом карта неплохая по своей атмосфере, больше такая серенькая, мрачная. Пойдет, в общем. Следующая карта под названием CS TATP. На этой карте автор постарался реализовать театр в своем городе, по крайней мере он так написал, что он реализовал с точностью до мельчайших подробностей свой театр, который есть у него в городе. В целом для уровня Counter-Strike 1.6 я, наверное, скажу неплохо, мне понравилось. Далее на сайте можно встретить множество постов про Half-Life, про StarCraft и про российский спецназ. Неожиданно. Полагаю, с этого момента Бузер и вдохновился эстетикой армии, спецназа и вот этим вот всем. Хотя, возможно, и кого-то из друзей забрали в армию, и таким образом наш товарищ прикоснулся к этой теме. А домой когда? Когда домой? Не скоро, дружок. Да. Далее вновь идут посты про утилиты для компиляции, про переезд сайтов или их закрытие. В общем, все в том духе. Пока во второй половине августа 2004 года не появилось первое упоминание HL Paranoia. В том посте Бузер заявил о том, что уже давно работает над собственным модом для Half-Life. И, дескать, ребята, я запускаю отдельный сайт для мода. Однако сам сайт функционировал уже с 12 августа 2004 года, по крайней мере там первый пост. Здесь автор выкладывал новости о проекте, что добавлено, что сделано, что еще будет сделано. Также упоминалось посещение заброшек, откуда автор черпал текстурки для мода. И примерно в таком тандеме разработка двигалась аж до 2007 года. К этому моменту команда из одного человека разрослась аж до целого коллектива в 11 человек, что весьма прилично для простого мода. Итак, на дворе уже 2007 год. От первого упоминания прошло уже более 3 лет, а мода так и не видать. Лишь только в конце 2007 года, а если быть точнее, то 3 декабря того же года, мод выходит в свет. Модификация, или скорее уже самостоятельная игра, была тепло встречена публикой. На ModDB проект получил среднюю оценку в 9,3 балла, а также множество положительных комментариев от игроков. Судя по всему, с популярности мода наварились даже нехорошие Михалычи, которые продавали его на рынке в дисковом формате. Вот такой вот длинный путь проделала модификация, которая изначально вообще должна быть связана сюжетно с оригинальной Half-Life. Сюжет берет свое начало на тренировочной базе спецподразделения ФСБ Альфа. Главным героем является Александр, он же Саня, он же Санина. Герой прибыл на военную базу после продолжительного отпуска, куда его отправила шальная пуля. Однако Санек после долгих раздумий все же решил вернуться на службу, мотивируя это тем, что если не служба, то нет и его. Записку Санек завершает небольшим размышлением. На днях снова займусь спортом, чтобы быстрее восстановить прежнюю ловкость и подвижность. Пристреляюсь на полигоне. Неизвестно, что предложит мне начальство после такого перелома в моей жизни. Куда пошлет на этот раз? Куда пошлет?
коридоре нас останавливает старший прапорщик, который нам предлагает немножко отпраздновать повышение. Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Кто я, собственно, такой, чтобы отказывать человеку? Естественно, соглашаемся. Ах да, нашего Санька повысили в звании. Теперь он не капитан, а целый майор. В конце коридора в своей комнате сидит грустный Васька. Почему Васька грустный? А потому что Васька так и не смог отточить навыки 3D моделирования в 3D Max. Ведь в 2008 году еще не было таких простых и продвинутых курсов, как... Думали, реклама здесь будет? Я тоже думал. Скиньте денег. Кушать хочется. Далее Александр забрел в казармы, где немного приобщился к досугу обычных солдат. Здесь Санек послушал музыкальное выступление. В окне автобуса поплыл яный военкомат. Тут мы посмотрели, как парень отдыхает. Я отдыхаю. А тут как Петька ловит флешбеки после приставаний прапорщика. Эх, ну что сказать, лепота, подумал Санька и пошел по делам. А дела у нас следующие. Только что звонили из штаба. Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Все верно, Александру необходимо явиться в медсанчасть. Не будем терять попусту время, отправляемся. О, это же сок добрый! Редкостная санина. Все такое родное, все такое... аж приятно на душе. В столовой мы повстречали Семена, которого, по всей видимости, запрягла Ольга Дмитриевна убраться после бардака, который учинила Ульянка. А я всегда говорил, что эти ролевые игры до добра не доведут. Вон Петька до сих пор ловит флешбеки от любовного рута с Мику, роль которой играл старший прапорщик. Наконец-то добравшись на улицу, мы направляемся по нашему заданию, однако нас никто не ограничивает от возможности пошататься в округе. По дороге нам встречается рофильный мужик, который весь из себя такой занятой. Мне нужно работать. А у входа в казармы мы повстречали двоих солдат, которых наградили тарантиновскими диалогами. Слыхал, наш прапор вчера опять был в жопу пьян. Да. И что будем делать дальше? Есть идеи? Нет. Ты слышал? Наш генерал сегодня не в духе. Никак нет! Это, конечно же, все хихоньки да хахоньки, но Саньку надо бы уже двигать. Вот мы и двинули в медсанчасть. Там нам вскользь рассказали о поступлении новых медпрепаратов, которые помогут нам в бою, если мы получим ранение. В столь трудный час они нам облегчат бытие. Что ж, крайне важную информацию мы получили, а теперь нам необходимо отправляться за снаряжением на склад. Об этом нам шипящим голосом сообщает медсестра. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Александр бодрой походкой выдвинулся к выходу из медсанчасти, где его уже поджидал бегунок, который нас сопроводит до склада. Отказываться от сопровождения Санька не стал, а потому теперь в компании рядового солдата мы двигаемся к прапорщику Сомову. Надо бы в столовую сгонять. Посреди нашего путешествия солдат вспоминает, что он очень хочет в столовую, потому он резко срывается и бежит до склада. Ну вот, мы пришли. Наш прапорщик ждет. Добравшись наконец-то до склада, мы ровно так же выслушиваем супер-пупер интересную информацию о новых бронежилетах, а также чтобы мы не забывали использовать забрало на нашем шлеме. После того, как мы забрали экипировку, нас отправляют за противогазом, мотивируя это тем, что сейчас проходят занятия по химзащите. Спустившись в подвал, появилось острое ощущение, что здесь дети-мигранты шьют брендовую одежду, а не занятия по химзащите проходят. Однако, помещение за помещением, я все же нашел место, где проходят занятия. Ну что, дурья твоя башка, опять забыл, что писать? Солдат должен знать все свойства поражающих газов на зубок. Если сейчас же не напишешь мне формулу, будешь в этом противогазе до дембеля куковать. В этом противогазе ни хрена не слышу. Это так жизненно. Кажется, здесь Санька и должен забрать противогаз. Забираем противогаз, сразу в голову нам загрузился новый квест, пилим на стрельбище. Уже на стрельбище Саня более или менее освоился с оружием. Все бы ничего, однако неожиданно начинает завывать сирена.
Объявлена тревога. Солдатская идиллия на этом закончилась. Майору срочно необходимо явиться в штаб. Уже на совещании нам поясняют, что на промышленном предприятии «Ударник» произошел инцидент. Некая группа вооруженных людей атаковала блокпосты и прорвалась на территорию завода. Завод в первую очередь является частью военно-промышленного комплекса, потому необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать вооруженных людей и освободить заложников. Такую вот задачку получает наш только что прибывший майор. Отправляемся. Удачи вам, товарищи офицеры. Господь Бог, храни спецназ. По дороге к заводу мы получаем чуть более подробную информацию. Оказывается, что боевиков на заводе по разным подсчетам около 40 человек. Там есть заложники, и потому нам нужно действовать осторожно, чтобы не застрелить случайно заводчанина, а то кто потом работать-то будет? Может, ты? Итак, стоило нам проникнуть на территорию завода, как мы обнаружили страшное. Солдат на КПП буквально растерзан. Боец героически сражался, но получил ранение в писюн? Считаю, что после такого никто из боевиков отсюда живым не уйдет. Без каких-либо происшествий мы добрались до складских помещений. Здесь еще с горем пополам держат оборону местные солдатики. Однако нам докладывают, что обстановка все же совсем печальная. Большинство солдат зверски убиты в писюн. А все, что осталось от местных сил обороны, 2 дюнделя. Да, звучит не очень. Нашего майора просят зайти в тыл врага и отвлечь их внимание на себя. Ну мы и пошли отвлекать. Не успели мы зайти в тыл, как боевики начали расстреливать заложников. Медлить больше нельзя. Начинается штурм, в котором я, наверное, раз 20 умер, потому что отзывчивость персонажа в игре крайне странная. До сих пор к ней не привык. Итак, Санька наконец-то пошел крошить боевиков. Да ты угораешь, что ли? А это еще что такое? Отделение химзащиты, оборудования и антикоррозийных покрытий отработало без травм и аварий 0 дней? Горжусь родиной. Это так по-нашему. Вот и славненько, наш майор соединился с основной группой Альфа. Однако радоваться было еще как рано. Разведка сообщила, что боевики пытаются прорваться через железнодорожную развилку, дабы продвинуться дальше. Зачем? Почему? Пока что мы не знаем ответа на этот вопрос, но в скором времени карты начнут скрываться. А пока мы двигаем дальше, зачищая помещения и спасаем заложников. Это же звуки ходьбы из Майнкрафта, а Майнкрафт вышел в 2010-м. Это же что, получается, Маджанг украли звуки ходьбы из проекта Паранойя? Наша команда прибыла в точку расположения основной группы. Теперь перед нашим героем стоит ответственная задача. Пока была неразбериха во время штурма, некоторые боевики успели забаррикадироваться в здании напротив. Группа, которая сейчас здесь, и взяла их в окружение. Однако это не все. Там находится большая часть заложников, которых необходимо спасти. На переговоры идти нет смысла после тех ужасов, что они натворили. Бедного Димку на КПП будут помнить вечно. Он погиб как герой. Закрыть своим писюном обычных рабочих. Герой. Ладно, хватит рофлить над бедным Димкой. План такой. Основная группа пойдет на штурм. Мы же будем прикрывать их отсюда. Для того, чтобы упростить нам задачу, нам выдают АС-вал с оптическим прицелом. Штурм окончился, противник был уничтожен. Правда, некоторые успели все же скрыться через подвал. От заложника мы узнаем весьма ценную информацию. Он нам рассказал, что боевики постоянно переговаривались по рации на английском. На этом моменте стало все очевидно, что боевики появились здесь не случайно. Вопрос только в том, зачем? Какова их цель?
Заложник что-то упоминал про шлюзы в лесу. Что это могло быть? Подумал майор, но буквально сразу нас выдергивают и просят проверить подвал. Быть может, там кто-то спрятался? К счастью, в подвале никого не оказалось. Правда, вернуться мы теперь уже не можем. Наши товарищи предложили нам двигаться к бункеру своим ходом. Там, дескать, мы и встретимся. И пока наш главный герой шел к бункеру, я для себя подметил, что у этого проекта есть своя неповторимая атмосфера. Музыка, звуки, окружение, место действия наши родные мухосранские. Все это такое близкое, такое родное. После непродолжительной прогулки мы все же соединились с нашей группой и двинулись вместе дальше. Нас все, конечно, рады видеть, нас, конечно же, потому что любят, отправили отдельно от всего отряда идти к бункеру. Любовь прям. А дальше у нас по накатанной. Зачищаем подвалы, коридоры, тоннели и так далее. Лутаем ништяки с бандитов и двигаемся по сюжету. Так мы и подобрались к шлюзу под номером 7. Здесь путь преграждает дверь с кодовым замком, код от которой знает наше командование. Нам передают код, и наш майор со своей командой заходит в секретный комплекс. Наша команда, естественно, ни много ни мало удивляется от трупа военного. Логично возникает вопрос: а как боевики проникли в комплекс раньше нас, если коды знало только наше командование? Получается, что в генштабе есть информаторы, которые и слили коды доступа. Это одна из теорий, которая возникла в голове майора, но времени на подумать у нас нет, а потому двигаем дальше. Наш небольшой отряд продолжил двигаться вглубь комплекса. По дороге мы изучали заброшенные помещения, потом на нас напали боевики, которые, как оказалось, тусуются все здесь. Моих бравых спецназовцев это особо не смутило, а потому они решили выбежать сразу в центр помещения, отчего один из них успел умереть. Вот за это я и люблю старые игры, потому что зачастую в них сложно играть. Игра словно бросает тебе вызов, с которым ты должен справиться. Этап вхождения зачастую растягивается на всю игру. Да и когда наконец-то ты осваиваешься, всегда будет присутствовать щепотка кривости, которая усложнит прохождение в 2, а то и в 3 раза. После успешной ликвидации всех супостатов мы решаем разделиться, чтобы кто-то присматривал за лифтами сверху, а мы, естественно, отправляемся вниз. Внизу мы обнаруживаем труп солдата и очевидные следы перестрелки. Наш товарищ подозревает, что противник где-то неподалеку, так сказать, держим ушки на макушке. О-о-о-о-о! Помню этот момент еще когда в детстве проходил. Сейчас из вагона выскочат враги. Так, полетела. Вообще похую. Позже наш напарник Толян смекнул, что ворота закрыты и, стоит их как бы открыть, чтобы пройти далее. Следовательно, мы с змейкой метнулись по вентиляции в диспетчерскую. Открыли ворота, однако нам необходимо ползти обратным путем. Да, наверное, прыгать было не лучшей идеей. Санька, Санина, Александр очнулся лишь спустя 4 часа. Благо, хоть очнулся. Однако все нажитые вещи были безвозвратно утеряны. Мы лишь малую часть смогли отыскать недалеко от места падения. Спустя некоторое время на связь выходит база, которая передает информацию о неких ученых, которые перестали выходить на связь в секторе Крот-1. Это секретный комплекс, в котором произошло биологическое заражение еще в далеких 80-х годах. Ученых туда направили с целью удостовериться, что не произошла утечка биологического оружия. С этого момента майор получает еще одну задачу. Необходимо отыскать ученых и защитить их в случае угрозы. В дальнейшем, как оказалось, мы не одни на этом уровне. Здесь еще есть наш напарник с позывным Дирижер. Он первый успел добраться до уровня Крот-1 и теперь начинает поиски ученых. Пока мы шли к месту расположения лаборатории, наш товарищ периодически выходил на связь, докладывая о происходящем. Эти люди, стой, или я буду стрелять. Стоять, я сказал. Однако в какой-то момент на нашего товарища кто-то нападает, слышны звуки стрельбы, и более он не выходил на связь. На наше счастье, мы как раз подоспели в лабораторию.
Уже на входе мы обнаруживаем труп ученого и слышим какие-то глухие удары по металлу, что как бы намекает, что здесь явно что-то не так. Мы набредаем на жуткое деформированное тело человека, но это не наш товарищ, а непонятно что вообще. Буквально в соседнем помещении мы находим растерзанный труп уже нашего сослуживца, хотя рядом, кажется, все спокойно или нет. Уже на опыте мы прибегаем к хитроумной тактике встать на уровень выше, чем враги. И оно работает. Быстренько затыкиваем супостатов ножом и отправляемся дальше. У бедолаг не было и шанса на победу в этой схватке. По завершению зачистки данного сектора майор убедился в том, что в живых из ученых никого не осталось. Нам не остается другого выбора, как покинуть уровень К4. Вызываем лифт и отправляемся наверх. Прибыв на уровень К3, мы обнаружили Толяна, который рад нас видеть, а также сообщает грустные новости, что мы потеряли 3 ребят. Возвращаясь к нашей теме, Толян рекомендует пообщаться с начальницей этой лаборатории. Она заведует на этом уровне. Не теряя зря времени, майор отправляется на беседу тет-а-тет с местным начальством. По пути мы замечаем плененного боевика, которого допрашивают наши бойцы. Мастурбек же молит его не убивать. Мол, сейчас он все расскажет. Так-то так, мы готовили эту операцию 2 года, у нас есть покровители из некой иностранной разведки. Все это было устроено с целью отвлечения внимания, пока настоящая диверсионная группа проникнет в комплекс. Ну, все как всегда. Мы проверим твою информацию. И если ты нам врешь, то мы засунем этот пистолет сам знаешь куда. Уже в самой лаборатории начинаем тыкаться, изучать все, что нам попадется под руки. Хорошо сложные ребята, правда? Вы будете удивлены, но они все абсолютно одинаковые. Эти ребята спецназ будущего. Запоминаем эти слова. Господи, вы меня напугали. Да не трясись ты, все нормально, я вообще-то спецназовец. Если что, это и есть Полина, которая является заведующей этой лабораторией. Из ее монолога мы узнаем для себя полезную информацию. Мы находимся в так называемом Центре экстремальной медицины. Это заведение еще с далеких 80-х годов начало заниматься экспериментами по улучшению характеристик солдат. Желание сделать их сильнее, выносливее и желательно тупее, чтобы лишних вопросов не задавали. Так вот, в середине 80-х годов в лаборатории Крот-1 заведовал батька этой самой Полины. Однако батьке не повезло, и в один прекрасный день эксперимент вышел из-под контроля. Правительство приняло решение задраить все выходы и входы, чтобы утечка не привела к фатальным последствиям. С тех пор они занимаются генной инженерией. Полина нас убеждает, что все эксперименты с вирусами и бактериями в прошлом. Полинка также отмечает, что наш Санька вообще-то бродил там без какой-либо защиты, а следовательно мог подцепить разные бяки, которые были в той лаборатории. Для нашей с вами безопасности нам было предложено проверить простату и сделать снимок грудной клетки. Не знаю, как это было связано, но почему бы и нет. Майор, конечно, засмущался, но ответить что-либо не смог. внимание всем, нас атаковали у центрального входа в лаборатории Крот-3. Нужна поддержка. Мы было уже направились на обследование, однако тревожное сообщение от штаба вынудило отложить проверку простаты на неопределенный срок. Так сказать, долг зовет. Залутав все ништяки из местной оружейной, мы столкнулись с теми самыми ребятами. Помните, да? Они тут спецназ будущего делают. Эти ребята спецназ будущего. Короче говоря, некая бяка, которая сидит в лаборатории Крот-1, взяло под контроль всех суперсолдат. А что это значит? Правильно, что все эксперименты, которые тут проводятся, не являются чем-то обособленным от тех, что были в 80-х годах. А следовательно, тут по-прежнему идет модификация вирусов, бактерий и так далее, которые вживляются в живых людей и устраиваются на них опыты. Получается, что Полинка-то пиздец. Толян, дружище, я пришел на помощь. Правда, с моим ХП мне самому помощь нужна. Ну да ладно.
Кажется, Мастурбек соврал. Мы наконец-то добираемся до лифта той заброшенной лаборатории. И как вот так повезло, на связь выходит некий профессор Пирогов, который рассказывает о странных сигналах из заброшенной лаборатории К1. Данные сигналы каким-то образом воздействуют на спецназ будущего. Санька и Толян в своем неповторимом дуэте отправляются на поиски этого сигнала. В таком тандеме мы продвигались вглубь лаборатории. На нашем пути было множество врагов, препятствий и прочего. Здесь нам нужно разделиться, найти источник сигнала. Встретимся позже. Однако в какой-то момент Толян принял решение разделиться, чтобы быстрее найти сигнал. Теперь мы вновь в одиночку будем исследовать это место. В какой-то момент на нашего Санька выскочило членистоногое существо. Правда, высокий уровень IQ дал о себе знать. Я вновь перехитрил искусственный интеллект. Сосать! Вообще не понимаю, что там за разговоры в этих ваших вот чатах PDF. Интеллект этот ваш искусственный, он же глупый совсем. Нам эти ваши чаты PDF и нахер не нужны. Вот. А еще в игре есть такая пикантная пасхалочка. Наконец-то мы нашли источник сигнала. Это непонятная дрянь, которая разрослась от пола до потолка. Закидываем ее гранатами, чтобы положить конец странным сигналам. Это профессор Пирогов. Майор, у вас получилось. Наши подопытные больше не опасны и пришли в норму. Сразу после уничтожения объекта на связь выходит профессор Пирогов. Он радостно сообщает, что сигналов больше нет. Спецназ будущего снова под контролем, и все казалось бы прекрасно, однако записка, лежащая рядом с мутирующим сталагмитом, проливает свет на происходящее здесь в 80-х годах. Оказывается, вот это непонятное нечто и есть главный ученый, который управлял этой лабораторией в 80-х. Он же батька Полины. В записке рассказывается, как начался хаос, как его коллеги погибли и как он ощущает, что теряет контроль над своим телом. Закрываем записку и чешем обратно к Толяну. Похоже, это то, что нам нужно. Жми кнопку, майор. Внимание бойцам, находящимся на уровне А1. Мы только что обнаружили группу противника, которая с боем прорывается на поверхность. Приказываю остановить их любой ценой. Они не должны уйти живыми. Понеслась. С боем наш дуэт из Толика и Саньки пробивался на поверхность, чтобы не дать диверсантам уйти с секретными документами. Спустя 2 миллиарда попыток майор с Толяном ликвидировали всех супостатов. Экипаж вертушки не подчиняется приказам штаба и ведет огонь по своим. Судя по всему, он прикрывает отход диверсионной группы. Будьте готовы к атаке с воздуха. Босс-вертолет, мои страдания кончатся когда-нибудь. Прошло еще 10 минут, прежде чем майор смог добраться до заветного здания с РПГ. Несколько точных попаданий, и вертолет с проклятыми пиндосами рухнул. Отличная работа, парни. Противник ликвидирован. Наша задача выполнена. Все, выдыхаем. Однако мы совсем позабыли про Полинку. Кажется, эти трое решили показать экспериментальный хуй. Если честно, ее не жалко. Очевидно, она нам соврала про гуманность нынешних экспериментов, даже в самих записках, которые были на уровне К3, в той самой лаборатории. Там упоминалось о высокой смертности среди испытуемых. Так что, Полина, земля тебе алюминием. Боевики были ликвидированы, и также с ними неизвестные диверсанты. На этом
завершается сюжет первой части. Сюжет второй продолжит рассказывать историю майора, там события вновь будут разворачиваться вокруг этой лаборатории, а об этом мы уже поговорим в следующем видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока-пока. Fucking coming, full master. Fucking sex. My ass. Come. Suck. Fisting. Fuck. 100 bucks.